Я обещала тебе рассказать больше о средствах, которые я купила. Подожди, это еще не все. Вот еще. Я тебе расскажу свойства применения. Мое первое впечатление и опыт именно с этими продуктами Round Lab и Centella. Как начинается мой уход? Взяла, ушла. Утром и вечером. Есть различия, но одно неизменно. Сначала моем руки, дальше чистим зубы, дальше вытираем руки и лицо, чтобы оно было сухое. Именно на сухое лицо и руки я наношу гидрофильное масло. Гидрофильное масло– это средство для очищения кожи. Точнее, первый этап очищения. Он растворяет жирорастворяемые загрязнения, косметику и SPF. Так говорят производители. Я не заметила, чтобы он отлично справлялся с косметикой. На мне из косметики всегда и только тушь. Я не пользуюсь тональными кремами, основами, тенями, ничем, кроме туши. Поэтому сразу скажу свой первый и последний опыт именно с Центеллой. Она не растворяет. Может, у меня тоже такая, конечно, интересная, но интересно то, что эта тушь от Maybelline снимается просто водой. Я взяла, намочила ручки, вот так вот провела по глазкам, и туши нет. Но когда я тушь смываю с гидрофильным маслом, у меня ничего не получается. Поэтому shit happens. Не знаю, не знаю. Итак, применение. Я тебе уже сказала, что на сухую кожу жмак-жмак. Мне хватает 2 раза жмак. Вот, кстати, почему-то оно потекло очень. Круто. Куда его жмакнуть? На сухую кожу, на сухие руки 2 раза жмак-жмак. И массирующими чуть-чуть движениями начинаю везде-везде смывать то, что не смылось. Берешь воду, чуть-чуть добавляешь, у тебя на руках осталось гидрофильное масло. Когда воду ты добавляешь, оно эмульгируется. Правильное слово произнесла? Ахуево. Оно превращается как в молочко при контакте с водой. И ты опять начинаешь все массировать, все смывать. Помассировала, еще добавила водички, помассировала, смыла, потом хорошо промыла водой. Тепленькой, не холодненькой, что было приятненько. Интересный факт. Вот эту баночку никогда не бери с собой в душ или в ванну. Просто жмакнула, отставила ее, перед зеркалом все сделала и все, отставляй ее каждый раз. Вот здесь есть отверстие, куда может попасть вода. Эта бутылка может упасть тебе в ванну буквально, ну случайно. Кот опрокинул, еще что-то. Не бери ее с собой ни в душевую кабину, ни в ванну, потому что сюда попадет вода, вода просочится вот сюда. При контакте с водой оно там вот эти эмульгация произойдет. И вот тут такие появятся сопельки. Откуда я это знаю? У меня так было. Оно растворится. У меня на следующий день оно растворилось, потому что там буквально пару капель было. Прям пару капель. Минусы магия, конечно, не происходит. Если есть прыщички, они так и будут. Минусы, которые могут быть высыпание, ощущение пленки, раздражение, щипать глазки. Видео постепенно темнеет, так как у меня темнеет за окном. А мы переходим к следующему этапу. Это пенка для умывания. Я тебе показывала в предыдущем видео. У меня она от Round Lab с березовым соком. Итак, свойства. Как заявляет производитель, мягко очищает, успокаивает, поддерживает кожный барьер, не пересушивает. Мой опыт действительно не пересушивает. Я пользовалась пенкой от Garnier, и она прям скрипела на лице. Прям я чувствовала, как кожа стягивается. С этой пенкой такого эффекта у меня не было. Она очень мягкая, очень нежная. Как мы применяем? После гидрофильного масла кожа влажненькая, потому что мы ее промыли. Берем пенку, горошинку
Она, кстати, ну как бы ты когда наносишь, она в виде геля. Пенка она становится потом. Поэтому берешь горошинку, вот эту так чпоньк, вдавливаешь, откладываешь. Берешь вторую ручку, водичкой вот так вот трен-трен-трен, и создаешь пенку. Не вот такими движениями, а аккуратными. Наслаждайся, потому что дальше будет приятно. И все места, где ты жмакала гидрофильным маслом, берешь и промассируешь, смываешь это гидрофильное масло, и второй этап твоего очищения твоей кожи. Вот это все смываешь, 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 массируешь, массируешь. Очень приятно тебе, потому что она действительно очень нежная. И потом смываешь водой. Смыть тоже важно обязательно, реально все. То есть, если ты вот тут где-то, знаешь, там сделала, тут тоже смой. Везде смой. Это все-таки средства. Они должны быть нанесены и смыты. Плюсы я тебе сказала. Оно не стягивает, оно не сушит. Мы не берем в расчет личную предрасположенность каждого. Минусы. Для меня оказалось удивление, что пенка не работает вот с этими штуками, которые я тебе показывала. Вот. То есть, когда я взяла пенку, горошинку сюда положила, водичкой вот тут полила, вспенила это все и начинаю наносить на лицо, оно-то приятно, но пенка очень быстро как будто бы смывается. То есть не остается ничего. Я пробовала и с этой, потому что ворс здесь разный. И мне понравились ощущения, но реально пенка как будто бы растворяется внутри. С другой пенкой, которой я пользовалась, такого эффекта не было. Мое мнение. Мне очень понравилось. Это пока что лучшая пенка, которой я пользовалась. Но я пользовалась именно из Round Lab только вот этой, с березовым соком. Другими я еще не пробовала. Здесь заявляют, что она увлажняет, но я скажу, что она не сушит, это точно. Опять же, в целом, когда у тебя полностью один за другим идет твой уход, приятно, помогает, магии не происходит, но кожа улучшается действительно. Это факт. После пенки у тебя кожа вся смытая, влажненькая. Что я делаю? Действительно, я начала брать полотенчик и просто вот так вот его прикладывать полотенчик, чтобы она все еще осталась как бы влажненькой, но не сухой и не мокрой. После этого я наношу тонер Round Lab у меня с экстрактом соевых бобов. Говорят, именно эта линейка для кожи, которая требует питания. Я тебе в прошлом видео говорила о том, что нужно осторожно с этим. У некоторых может быть раздражение, но личная непереносимость, да, мы об этом знаем, надеюсь. Мне не нравится наносить его на руки и, как показывают другие, брать и шлепать себя по лицу. Кайфа я от этого не испытываю, не понимаю. Тем более, пока я нанесу на руки, оно половина разольется, оно буквально как такая вода-вода, и я шлепаю. Не получается. Поэтому я беру, немножко надавливаю, чтобы физика произошла. Немножко надавливаю и переворачиваю. И потом сразу отжимаю как бы. Вот здесь оказывается как бы такой пузырик, что позволяет мне вот этот момент взять и вот так вот на себя вот так вот аккуратненько со всех сторон жмакнуть. Потом чуть-чуть растираю, и потом уже вот так вот как бы делаю по лицу. Не шлепаю. Шлепать мне не понравилось, я не понимаю этого прикола. Что он делает? Он укрепляет барьер, там поддерживает кожу, тонус, бла-бла-бла, короче. И вообще в целом, если после пенки ты не возьмешь тонером и не хлыстанешь себе на лицо, то ты поймешь, что лучше с тонером. Каждый этап почему-то, но он очень важный. Первое мое впечатление о тонере было типа, что? Зачем? Не вижу смысла. А потом, когда я почувствовала, что без тонера кожа совершенно другая, уход как будто бы не закрылся, не завершился. Вот все вот эти умные фразы, которые говорят, очищение первое, очищение второе, потом закрытие барьера, установление баланса pH кожи, бла-бла-бла. Вот это действительно имеет место быть, поэтому да, тонер – важная часть. Когда тонер уже подсох, дальше я использую крем. Он тоже из этих соевых бобов. Я беру, вот показываю, на палочке,
где-то четвертинку от этой палочки. Потом этой палочкой вот так вот потыкать точечки как будто бы из этого крема. И потом уже 2 пальчиками везде распределить. Почему я беру так мало? Потому что именно этот достаточно жирный. Я бы использовала, и я и использую его только на ночь. То есть ощущения какой-то пленки нет, но ощущение реально крема на лице, что оно там работает и помогает твоему лицу становиться красивее, питательнее и увлажненной, оно есть. Оно достаточно жирненькое, поэтому очень тоненьким слоем, чтобы на ночь оно все питалось. Очень, кстати, осторожно с местом вокруг глаз, чтобы глаза они не попадали. И потом, если захочешь потыкать в глазки, ручки лучше промыть, потому что будет щипать, будет неприятно. Обязательно нужно, чтобы оно было промыто. Я тебе рассказала про эти продукты, я тебе рассказала, как ими пользуюсь, я тебе рассказала про мое первое впечатление, про мой опыт, про то, что действительно классные продукты. Первое мое впечатление о гидрофильном масле непонятное было, о тонере вообще, зачем он нужен. Но потом, когда ты это все в комплексе пробуешь, ты понимаешь, что оно как пазлик, один за другим идет, действительно работает. У меня раньше кожа была очень сухая, она прям шелушилась. Разный цвет кожи был, вот еще что был, разный цвет кожи. Сейчас, мне кажется, оно что-то делает, что-то питает. И кожа становится более ровненькой. Ну, короче, мне нравится. Опять же скажу, магии не происходит. Если есть прыщики, нужно их лечить, нужно думать, что у тебя там с питанием, с органами. И вот я вчера как раз надавила лицо. Ну, там надо было, там надо было. Все говорят, не давите, но когда оно уже вот прям надо. Поэтому разные бывают моменты. Когда надо, значит надо. Я, короче, надавила, и вот сейчас, ну, мне кажется, намного лучше. У меня было красненькое вот тут, у меня красненькое вот тут. Прям было очень сильно, очень. Сейчас намного лучше. Поэтому что я тебе хочу сказать? Я тебе хочу сказать спасибо.